Здравствуйте. Бывало ли у вас такое? Залили, казалось бы, идеальную стяжку, вложили кучу сил, времени, денег, а проходит какой-то месяц, и она вся покрывается сеткой трещин. Уверен, многим эта досадная ситуация знакома. Но что, если я скажу, что причина этой проблемы почти всегда одна и та же? Так в чем же дело? Почему это происходит снова и снова? Ответ на самом деле кроется в одном небольшом, но невероятно важном секрете, о котором начинающие мастера часто даже не догадываются. И этот секрет — правильное соотношение воды и цемента. Давайте же разберемся в этом вопросе просто и, что называется, на пальцах. Водоцементное отношение, или сокращенно ВЦ. Звучит немного по-научному, правда? Но на деле все очень просто. Это всего лишь пропорция. Сколько килограммов воды мы берем на 1 килограмм цемента? Скажем, ВЦ 0,4, это значит, что на каждый килограмм цемента мы добавляем 400 граммов воды. Все элементарно. А чтобы понять это раз и навсегда, давайте воспользуемся простой аналогией. Представьте, что мы готовим блины. Если воды налить слишком мало, тесто получится густым, как каша. Его будет очень тяжело равномерно распределить по сковородке. А если наоборот переборщить с водой? Тесто станет жидким, как суп, а сами блины будут рваться прямо при переворачивании. Так вот, с бетоном абсолютно та же история. И это не просто наблюдение. Еще больше 100 лет назад американский исследователь Дав Абрамс открыл закон, суть которого гениальна в своей простоте. Чем меньше воды используется в бетонной смеси, тем выше будет прочность конечного изделия. Это, пожалуй, ключевой момент, который нужно запомнить. Меньше воды — крепче бетон. А вот посмотрите, насколько велика разница. Это очень наглядно. Если взять высокое водоцементное отношение, ну скажем 0,6, то мы получим бетон, который может со временем треснуть даже под тяжестью обычного дивана. А теперь смотрите, мы снижаем ВЦ до 0,4, и прочность взлетает до небес. Такой бетон по своим характеристикам уже сравним с тем, что применяют при строительстве мостов. Разница просто колоссальная. Хорошо, мы поняли, много воды — это плохо. Но почему? Что именно происходит там внутри бетонной смеси, когда мы добавляем лишнюю воду? Почему она так губительно сказывается на итоговой прочности? Дело вот в чем. Для химической реакции с цементом, которая называется гидратация, нужно строго определенное количество воды. Вся остальная вода в смеси лишняя, и когда она со временем начинает испаряться, на ее месте остаются микроскопические пустоты, поры. В результате структура бетона становится похожей на губку или на сыр с дырками. К тому же из-за испарения большого объема воды бетон сильно сжимается, дает усадку, а это и есть прямая причина появления трещин. Ну и вдобавок такой пористый материал легко впитывает влагу, которая зимой замерзает и просто разрывает его изнутри. Так какое же соотношение можно считать идеальным? Для большинства бытовых задач, будь то стяжка пола в квартире или заливка садовой дорожки на даче, оптимальным будет водоцементное отношение в диапазоне от 0,4 до 0,5. Это та самая золотая середина, которая обеспечит и высокую прочность, и приемлемое удобство в работе. Давайте теперь соберем все это в один простой и понятный рецепт. Итак, шаг первый. Для стяжки пола держим в уме целевое значение ВЦ 0,45. Шаг второй. Чтобы такая довольно густая смесь была подвижной и легко укладывалась, используем специальную добавку — пластификатор. Он творит чудеса, не требуя лишней воды. И шаг третий, не менее важный — правильный уход. Первые 7 дней бетон нужно обязательно поддерживать во влажном состоянии, например, накрыв его пленкой. Это нужно для того, чтобы он набрал прочность равномерно и правильно. Кстати, о пластификаторах. Это и есть тот самый секретный ингредиент, который позволяет нам убить двух зайцев, получить очень прочный бетон за счет низкого водоцементного отношения и одновременно сделать смесь удобной в работе текучей. Как именно работают эти добавки, какие они бывают и как их правильно применять, об этой настоящей магии мы подробно поговорим в нашем следующем разборе. Вот, собственно, и все. Это и есть главный секрет прочного бетона. Теперь вы знаете об этом больше, чем многие строители. Просто всегда помните о правильном водоцементном отношении, и тогда любая ваша работа от небольшой дорожки до фундамента дома будет служить вам верой и правдой долгие-долгие годы. Надеюсь, я смог вам понятным языком объяснить, что такое водоцементное отношение и как оно влияет на итоговый результат. На этом это видео подходит к концу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли вам оно полезно. Также буду вам благодарен, если поставите лайк этому видео и если подпишетесь на мой канал, если еще не подписаны. Для алгоритмов YouTube, ВК, Видео и Рутюб это важный показатель, который означает, что видео интересное и надо его показать большему количеству аудитории. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующем видео, в котором я расскажу вам про пластификаторы. Всем пока!